Вас как зовут? Евгений. Меня Павел. Павел. Двигатель АК. Самое удивительное. И то же самое, без всяких переделок, без ничего, чтобы можно было языки вытащить, сюда поставить. Рама самодельная, получается, Да, профиля. Да, да. Профтрубы. Да, 40×60. А по времени так долго собирали? Ребят, только зимой, 3 зимы. Я сельское хозяйство. И вот зимой, когда свободные минутки появляются, в гараже вроде. Мосты у вас, Паш, стоят? Прикинь? Угу. А спилена только одна сторона получается. Потому что у них шурузы-то, эти палки-то в полосе одинаковые. Ну, не одинаковые, а с одной стороны короче, с другой длиннее. Он взял 2 короткие и все. Поехала машина. Ну, сейчас посмотрите, как она. Самое интересное внизу. Что коробка-то стоит. Все это. Смотрите, Саки. углы карданов как. И что под пузом? Под пузом ничего нет практически. Рессоры москвичевские, без всяких переделок. Специально. Никаких перегинаний, ничего. Сломалось, выбросил, другую поставил. Как валик. Ну, я не знаю. Там, короче, все внедорожники были. Также можно было бы либо прицеп, либо подкат у нас есть у пацанов. Просто людям показать. На площади, вот на Туле был Ну, в следующий раз позволю. автострада. Вот, проходил, потому что наши джипы там, помимо нас, потому что еще есть же клубы всякие. Так вдвоем это катаюсь. Ну, перспектива 4, пожалуйста. Переднее стекло, как у Виллиса, откидывается на капот. Специально прищепки вот эти. Закрываю. Ну, это пародия на Вот это вот, американский да. джип. Только... Это, ну да, игрушка, понимаешь, если я что-нибудь сам делал, корпус, вышло бы, ну, уебище. Да. На нее смотреть никто не стал бы. Потому что оригинальное что-то сделать очень сложно. А это вроде бы Она всё- вот здесь откручивается, получается, да, откидывается. да, и вот вокруг вот этого, и вот ложится вот специально на эти, и застегивается вот этим, за эту. Ну, грамотно, продумано. Это Виллис, эта система, это не моя, ребят. Так сделано у Виллиса. Такое сделать, тоже надо руки. Вообще, прям уважение. Задача была как можно меньше железа, чтобы было. А вес не знаешь? А? Вес ее? Честно, не знаю. Не взвешивался? Ну, да, она довольно-таки легкая. Потому что я ее так под 45 градусов на бок ставлю, она даже не опрокидывается. Нечему опрокидывать. Самые тяжелые мосты. Это сафари, да. 510. 510. У меня просто пятети. Их раздуло. Я, когда их покупал, не подумал. Надо было 500 брать. У меня по деньгам. Они на порядок дороже. А, ну да. Эти 3,5, а те 5 с чем-то, по-моему. Да. Там да. намного дороже. Сейчас они еще Но дороже. они раздулись, они сейчас смотрятся неплохо, я считаю. И как они выезжают из колеи. Ну, и все своими руками, самое главное. Тут нет ничего такого, чтобы... Не, ну опять же, все это надо загнуть, все сделать. Просто, чтобы было. Раздатка от чего? Нива. Обыкновенная Нива. Есть у нее один этот. У Нивы нет в раздатке нет прямой передачи. У него сразу начинается 1,2. Знаете, да, эти об этом? Да. Угу. Но сейчас есть, продается комплект. Стоит 15 тысяч. Но это повышенная передача получается 0,99. Вот я никак не доберусь до нее. Просто комплект шестерен сюда воткнуть. Она будет побыстрее бегать. Она ни в чем не потеряет. Я сейчас еду на заднем приводе. Вот лебедочку бы наперед. Чего говоришь? Я говорю, лебедочку бы наперед. Не нужна. Не нужна? 50 килограмм лишний таскать с собой. Вот сразу чувствует человек за лишний вес. Точнее, против лишнего веса. Для чего? Чтобы один раз где-то, я не знаю, лучше лопату 3-килограммовую. Это я на 4 сейчас. Тачка. Подожди, она же получается Оковская, она же тоже пониженный ряд-то у нее особо-то. Оковская коробка. Ну вот видишь, как вроде ничего удачно сложилось. Блин, ну я вообще не ожидал такого эффекта. АК и Нива, блин. Ну, имеется в виду коробка АКи, блин. И Нивы. А подвеска как москвичевская. Вот смотри, как она едет.
более мягко. Это не пружины, где прыгают. Пружины, я не знаю, я только для скрещивания колес, конечно, может быть. Но это чем увлекаться, если там какой-нибудь газик где-нибудь туда, наверное. А вот если для покатушек, они не нужно все. Скорость нормальная, чуть выше. Но она... Вот примерно. Получается, какая передача? Красиво тут, мне нравится. А она наоборот? Всегда ездил, и, Она блядь, такое место красивое. То есть нейтрал будто. Вот тут весело вообще. А крутящий момент, ты чувствуешь какой у этого, у Аки? С пластик практически. Все говорят, мало. Я кому говорю, что у меня джип заходит. Они говорят, да ладно, что ты, мопед. Ну и как вам? Нормально идет. Межосевая включена. Да, вот я даже сигнал заблокирую. Передний мост сейчас не активный. Для того, чтобы включить, я просто трещотки поворачиваю. Понимаешь, что передний мост УАЗовский трещотки. Ну, он же полностью получается хаба. Хаб включаешь и поехал. Сейчас я мост включу. Я просто странный какой-то. Пиздец, думаю, что перевернемся. Ну, практически, да. Не хватает ему этих блокировок. Да. Здесь он кувыркнуться может, тут на этой клее. Вы вот здесь чуть не перевернулись. Ну, не надо прыгать. Вот тут проедет. Мне кажется, он слетит в нее. Может быть, пойдет. Ага. Ну вот. Бля, я просто, у меня, блядь, нет слов. Что такое от Аки можно ожидать, да? Понимаете? Дело в том, я не представлял, что если скрестить окошко коробку и Ниву, то будет такое снижение. 16. Ну, сейчас А сзади что, не стоит? А? Сзади мотор. Дифференциала нету. Наварит? Да. Вот сейчас еще один подъемчик. А с дифференциалом мы здесь и не подняли, наверное, совсем. Завар кроли. У меня тоже на ней был заварен. Я и на джипе даже говорил, что у меня двигатель 5,2 литра. V8. Ага. Понятно. Когда я на нем говорил, Ага. он поехал. Я потом фотографию покажу. Вопрос. Расход какой? Такой, как мопед? Конечно. У нее вот как блокировок, что ли, чуть-чуть не хватает.
Потому что у вас, вы когда поднимались, получается, вот эта сторона вертится, колеса, а та стоит. Самого на переломок вообще перестать. Ну, можно, в принципе. Ну, почему нельзя? Такое, не с небольшим преднатягом, самого. Все, его хватит. По поводу передач, они, кстати, отличаются в бок. Да, вот Покажите, смотри. как. Вот нейтральная, вот первая, вот вторая, вот третья, вот четвертая. Задняя, самая панель будет. Задняя. Мгм. Я потом покажу. Делается элементарно. Можно, даже если восьмерочный двигатель ставить с коробкой переднеприводной, то система вот этого переключения очень удачная. Это не моя система, я ее подсмотрел на КамАЗе. На КамАЗе ставится шестицилиндровый двигатель Cummins, и у него коробка как раз выходит переключение под 90 градусов. И всего одна тяга и одна вспомогательная. И я эту систему сюда перенес, как сказать, ну содрал, вот так скажем. А так передачи, если не спешить, вот так не дергать, то включается довольно-таки нормально. Вот с этой скоростью. Но это все равно привыкнуть, наверное, надо к Ну, коробке. конечно. С непривычки. Ну вот за счет, видишь, узости вот это, она тоже помогает по лесу хорошо ехать. Не стал я ее раздувать. Не надо, не надо. Просто смотрится вообще такой миниатюрный. Ну игрушка, я так и делаю, что я как игрушка. А почему решили построить-то? А хрен. Все А это не первый джип. столкнул. Не первый, да? Еще у соседа ГАЗ-69, но у того все блокировки. Ну попробуем. Я вот передний мост. На передний мост сел, да. А не домкрата нет ничего, да? Домкрат есть, но такой. Ну хотя бы как-нибудь, чтобы за морду хоть чуть-чуть чапалок не поднесем. Чтобы он хотя бы. Проще дубину найти, вывесить ее. Пойдем искать. Нет, Все, да. не. Да ладно. Это как, это не 500 кило. Да. Поднять не получилось. Вот, застрял в лесу, где лиственницы. Отсюда лучше сверху проехать. Только у меня троса нету, Лёш. Ну, короче, через большую поляну, ну, прям, знаешь, где, ну, прям точно в лиственнице стою. Я свалился, в колею свалился. Ага. Сейчас привет. Вот он прям на опушке стоит. козел. Отлично. Этот козел я ему продал соседу. Я его тоже делал. А, Сейчас увидите. тоже собирали, да? То, что Сейчас ГАЗ Сейчас 69 еще подъедет. один я подъедет. понял. Вот он, вечный аппарат. Вот это вечный. Ничего от него нет. Это не ГАЗ 69. Это только Внешне. А у вас мотор от чего стоит? Слушай, вот он собирал, хозяин бывший его. Так вообще он получается в Волжске, но
блок от этого, от УАЗика, не блок, головка от УАЗика. Жень, расскажи, а что тебе двигатель? Ты лучше знаешь, сам его делал. Короче, низ двигателя ГАЗ-21, головка ГАЗ-24, но форсированная. Там каналы вот такие вот распилены. Вот клапана увеличенные. Рама от буханки, обрезанная спереди и сзади. Рессоры буханковские стоят на подушках. Ну, в принципе, вот и все. У тебя он уже больше 10 лет, Лёш, 12. Я на нем 10 лет отъездил. И вот он 12. Здесь тоже мосты стоят ГАЗ-21 главной парой. И самоблокирующие вот эти вот пальчиковые дифференциалы. Эти дифференциалы мне привезли с западной группы войск. Тогда только Советский Союз развалился. И военный приволок два вот этих дифференциала. Ну, маяк, да. Вот с какого-то БТРа. Я, правда, один... Ну, сейчас они БТРовские, да, блокировки называются. Да, БТР. Да, они есть. Вот они здесь и стоят. Они ценники. О, да? А у меня такой на тракторе ставит, по-моему. Лёш, кино они, ребята, снимают про нас. БФ Гудрич, 20 лет, посмотри. Вот в каком состоянии. Здесь его состояние. Я не стал покупать, они вообще... Очень, сейчас Дорого. очень дорого. Они сейчас за 10. 60? В зависимости от размера. Вот такие же, смотри, модель ванне. Если я купил зимний генерал шиповый, потому что зимний уже не идет здоровый. Мне кажется, в Ленинске унесло. Завернул. Хорошо, встречки не было. А давно вы так машины собираете? Всю жизнь. Ну я в следственном работаю всю жизнь. Ну вот смотри, АК вот на каких оборотах она едет. Так получается, плаве плюс. У тебя база узкая, Да. ты в колею уже не падаешь. Одно колесо. Ну смотри, как хорошо едет. Согласись. Ребята, я вообще-то хотел из него сделать квадрицикл сначала. Почему он такой узкий получился? А потом думаю, ну хрен их квадрицикл, ну что в нем хорошего? Ну, лучше китайцев не сделаю. Дай хоть лебединую песню. Давай. Я не знаю как. Ну так. Вот это было сейчас страшно. Ну, пока мосты больше 45 градусов не станут, он не перевернется. А переворачивались вообще? Не. Бог миловал. Ну, честно сказать, она, ну, может, километров 200 всего проехала. Я еще сам не знаю, что она может. Ну, видишь, она еще даже не подранная. И мне захотелось поделиться с миром, что получилось. Вот почему я вам позвонил. Ну и себе удовольствие доставил. Ну, я надеюсь, и вам тоже. А еще есть у вас время? Ну да. Есть, конечно, блин. Полчасика еще есть? Да, Я вам есть. еще кое-что покажу. Изобретает он вот в таком вот гараже все эти вещи. Самодельный трактор такой. Опять двигатель АК. Тоже АК? Но он не полный, он сзади. Получается, дифференциал заварен. Нет, здесь стоит кулачком. Не, коробка. Давай. А гидравлика зачем что? Форм мощности. Гидравлика, вот там гидронасос стоит. А, гидронасос. Да. Получается то же самое, что ставят на усиление руля. Да. Ну вот, смотри. Значит, забыл. Сзади смотри. Да, и тут не хватает.
зимой Да, он снег для этого чистить. и нужен, да. И зимой снег чистить. А вот хочешь А его прикольно. давно изобрели? Вот только вот в этом году. Вот смотри, то же самое. Ока, с него шлюз на Волговский мост. В мосту стоит самый блокирующий дифференциал. Хорошо. А вот теперь Да. Здесь все вообще просто. Вау. За счет вот этой прорези он просто... Вот эта сама площадка является, как бы сказать, видишь? Вот первая, вот вторая, вот нейтральная, третья, четвертая и задняя. умно. Вообще никаких тяг, ничего нет. Передняя балка, вот ребята мне подогнали со свалки от электрокара. Я ее кверх ногами перевернул. Прям меня сегодня шокирует. Я просто... Смотри, Нет у нас в Туле таких людей. как нету. Вот они. Теперь знаем. Теперь, если что-то не будем приезжать, Да. не получаться, будем приезжать, лучше посоветуемся. Ехать-то недалеко, слава богу. Конечно. Я пенсионер, я сам днем там. Еще один трактор стоит. Мосты стоят. Ребята, это не вы построили. Вот я к чему веду все разговор? Спереди ящичек такой нужно возить. Вы отдали машину, отдали деньги. Все. Вам не сделали. А попробуй с нуля. Вот я свой Ниву взял, вот мы с Пашкой его проводим. А это от чего мотор? УД-двигатель стоит. Обратите внимание, раздатка ГАЗ-69. Дефицитная, страшная вещь. ГАЗ-69 не найдешь. Да, вот она стоит. Это раздатка. Родная ГАЗ-69 полностью в сборе. А сейчас делают как? Вот малый при мне, вот сейчас вот, он тоже за деньги в сервисе, вот Тул 4х4 делает. У него получается Нива, усилены все лонжероны, то бишь как получается уже Ну, пойдем на свет. по подвеска уже. И короче к этим лонжеронам, они усилены профилем, все обвернуты. Вот. У него идут уже мосты, вояки, военные мосты. И он хочет оставить родной движок, но поставить ГАЗ-69 раздатку. Типа она занизит и даст бой, ну, чтобы потянул Да, мосты. у нее даже прямая Тяговитость. очень низкая. У нее там Тяговитость. 1,4, по-моему. Потому что я с ним долго я с ним спорил, что, блин, ну не потянет. А у меня, по-моему, говорит 69-й раздатка. Более, я не сталкивался, говорю, я не знаю. Вот посмотри на нее. Если Да я видел, я знаю. Видел? Да, да. И вот он утверждал, блин, я с ним долго спорил, потом он меня все-таки убедил. Я рассказал все это, и, блин, Их знаешь, как-то одно время ставили на УАЗике. Обычный агрегат УАЗовский. И добавляли вот эту. так у него понижение Два хорошее. понижения получалось, две раздатки получал. Один блок УАЗовский с раздаткой, и с него коротким карданом на эту. А с нее уже на мосты. Там представляешь, сколько понижений? И опять. А люди все сейчас деньги отдают за понижение. Но дело в чем, что это такой вес. Вот эта штука весит, это килограмм 50. Вот у меня, видишь, какая компоновка. Сзади двигатель. Не обратил внимания? Я просто видел. И я опять ну, я любитель состыковать разные коробки с разными двигателями. Вот двигатель УД-20 двухцилиндровый, а коробка ГАЗ-24 стоит. Бля, ну вот это вот вообще просто, я не могу смотреть. Просто для меня это не, я не знал, что можно вот так вот взять и совместить. Мы думали, конечно, вообще, знаете, это взять инвалидку найти. Вот эту вот. Есть По- инвалидка. по- Я инвалид. знаю, в соседней деревне стоит. Поставить движок какой-нибудь, прям восьмерочный, девяточный, заблокировать диф в ней, коробку. Не понял, дрифт. Не, заблокировать это. Так. Опять же, поставить его вот так, наоборот, чтобы выходили Я зад-вперед. понял. Ну как вот. И сделать к мостам привода. Сварка есть, фантазии есть, хотели, просто, чтобы, блин, ну делать, вы видели, чтобы вот эта вот инвалидка была полный привод. Тоже вот это, если развернуть, опять же, два шурза так, у тебя же получается как раздатка. Дело в чем? Я понял, о чем ты говоришь, но на такой легкой машине раздатку низкую не надо вставлять. Достаточно просто взять из двух, заварить дифференциал в коробке и просто уйти на мосты. А тут задний мост, от чего? Волговский. Волга. Только чулки впрессованные УАЗовские. Сама гусятница волговская. Я больше как привык с волговскими работать.
Таксопарки поездят, работали, да? А? Таксопарки? Там же Волги раньше были. Блин, вообще, я прям, я в шоке. Да, зимой так снег почистить можно. Да, лопата вон стоит. Наперед вешается. Это Где? что-то еще подключать, да, как я понимаю? Вон стоит, видишь, с резинкой. Вот за воротами. Сейчас, а? А, все вижу. Такая лопата.